Здравствуйте, меня зовут Сталик Ханкишиев. Я учу вас, как готовить в казане, на мангале и как управляться с живым огнем. Сегодня я хочу показать вам, что шашлык бывает не только из баранины. Отличный, просто превосходный шашлык можно приготовить и из говядины. Самое главное – знать как. Я постараюсь рассказать вам все, что знаю. Пойдемте со мной, пойдемте к мангалу. Но начинать мы будем, как ни странно, не с мяса, а начинать мы будем с лука. Причем с лука и мясорубки. Знаете, для чего мне нужна мясорубка? Для того, чтобы получить луковый сок. Вот многие маринуют шашлык, используют, не знаю, там уксус, кефир, вино, там, кто что, помидоры, многие используют лук. Скажите, пожалуйста, вот если мясо переложить вот такими кусками лука, мясу что-нибудь будет от этого лука? Нет, конечно. А если лук порезать, то мясо уже как-то начинает мариноваться. По сути дела, маринующим веществом является луковый сок. А если это так, то может быть проще добыть именно луковый сок. Мясорубка в этом деле помогает как нельзя лучше. Так, ну кажется, все. Мясорубка нам больше не понадобится. А вот этот луковый жмых я просто отжимаю лопаткой. Луковый жмых еще пригодится для каких-либо фаршей, а сок и будет мариновать наше мясо. Возможно, у некоторых зрителей возникнет вопрос, почему бы этим луковым жмыхом и не обмазать мясо? Дело в том, что в луке довольно много сахаров. И вот эти сахара на мангале просто-напросто пригорят. Вы понимаете, шашлык покроется черной невкусной корочкой. А сок сработает так, как надо. Некоторые полагают, что самый лучший шашлык можно приготовить только из абсолютно свежего мяса, из парного мяса. Нет, это не так. Дело в том, что мясо, когда оно абсолютно свежее, оно еще реагирует хоть на температуру, хоть на электрический ток, на любые внешние раздражители, мясо еще продолжает реагировать. Поэтому у мясников есть такой термин – мясо должно отвесеться. Понимаете, хотя бы несколько дней мясо должно провисеть в туше, конечно, в соответствующих условиях. Но настоящие шедевры мясной гастрономии получаются тогда, когда мясо специальным образом выдерживают. Вот это мясо, вы не поверите, оно хранилось при температуре чуть-чуть выше нуля, порядка 40 дней. В результате этого оно стало уникально мягким. Понимаете, нет никакого другого размягчителя для мяса, сравнимого по качеству просто со временем. То есть мясо 20-дневной выдержки будет уже достаточно мягким. Мясо 40-дневной выдержки получается уникально мягким. Кроме того, очень важно выбрать правильную часть туши. Дело в том, что не все мясо в быке либо корове подходит, скажем, для шашлыка либо для стейков. Лучше всего подходит спинная часть, лучше всего подходит поясничная часть, вырезка. Шея, ноги, все это уже не такое мягкое, не такое нежное мясо. Понимаете, нежным будет то мясо, где мышцы не очень-то работали при жизни скотины. Вот спина как раз у нее не очень нагружена. Если бы это была лошадь... Наверное, стоит и поговорить о размере кусочков мяса для шашлыка. Есть русская поговорка: большому куску и рот радуется. Ребят, ну а зачем делать большой кусок? Зачем делать кусок мяса больше, чем тот, который может поместиться в рот за один раз? Шашлык – это не просто испеченное мясо. Шашлык – это сочетание мяса запеченного там внутри с вот этой вот поверхностью, с особой подрумяненной, пропахшей дымком поверхностью. Чем больше эта поверхность, чем меньше мяса внутри, тем вкуснее шашлык получается. Вот поверьте мне, вот размер такого кубика – это вполне достаточно для шашлыка, это самый разумный размер. Кроме того, ведь надо же еще и думать о том, чтобы шашлык прожарился. Чтобы он прожарился, но при этом не слишком-то обгорел снаружи. Вот если кусок мяса слишком большой, то жарить его придется долго. Снаружи он и обгорит, и подсохнет. Одним словом, нет никакого смысла в больших кусках мяса для шашлыка. Многие считают, что вкус шашлыка сильно зависит от специй. Честное слово, это не так. Вот можно взять просто соль и перец, и будет вкусно. Но
Раз уж так нравится мясо со специями, давайте попробуем сделать набор специй, который хорошо подходит для говядины. Все дело начинается с соли. Вот слишком много соли не надо. Я обнаружил удивительную зависимость. В фарш соли уходит едва ли не в 2 раза больше, чем когда ты жаришь мясо кусочками. Вот мясо кусочками буквально несколько щепоток и все, больше не надо добавлять. Черный перец, ну, для аромата, в конце концов, ведь не для жгучести же мы его добавляем. Не ради того, чтобы сделать шашлык острым. Здесь примерно 2 килограмма, может быть, чуть меньше мяса, я взял 2 щепотки. Кориандр, молотый кориандр, ну, его можно взять немножечко побольше, скажем, 3 щепотки этого кориандра. Либо 2 большие щепоти, и этого будет достаточно. Травы. Я использую прованские травы. Здесь чабрец, здесь шалфей, здесь розмарин, здесь тимьян, некоторые еще другие травы. Сильно увлекаться не надо. Если будет слишком много сухих трав, во время жарки они все равно обгорят. Нужно, чтобы они пропитали своим вкусом и ароматом мясо сейчас, пока оно еще в маринаде. Вот здесь набор перцев, не слишком острый. Это стручковые перцы подсушенные и слегка измельченные. Слишком много тоже не нужно. Вот аромата. Чуть-чуть тонкости, оттенка, понимаете? Не надо забивать вкус самого мяса. Пусть специй будет столько, чтобы они... Вот умные дамы используют духи так. Понимаете, они еле уловимы. А глупые женщины, уж вы меня простите, ради бога, душатся так, что в комнату войти невозможно. Точно так же и шашлык. Все эти специи подобны макияжу на лице женщины, либо духам. Понимаете, ну невозможно сделать... при помощи макияжа из дурнушки красавицы. Точно так же мы должны уделять внимание вкусу самого мяса, а не специям. Специи – это лишь легкие штрихи, легкое украшение. Еще одна специя, которую многие любят, но не всегда правильно ею пользуются. Чеснок. Я беру гранулированный чеснок. Знаете почему? Конечно, у меня есть свежий. Конечно, я мог бы положить на свежий. Но свежий иногда в процессе маринования зеленеет. Это не вредно. От этого не отравишься, от этого позеленевшего чеснока. Но дело в том, что это выглядит не слишком аппетитно. А вот гранулированный чеснок никогда не позеленеет, а вкус и аромат, причем слегка приглушенный, в нем имеется. Все, осталось только перемешать наше мясо, оставить его на 30 минут, я не знаю, на час. Кусочки-то небольшие, мясо уже комнатной температуры. Если бы я заготавливал мясо на завтра, то я бы взял мясо холодное, абсолютно холодное, чуть выше нуля, лишь бы его ножом можно было разрезать. А это мясо я буду готовить прямо сейчас, поэтому оно теплое, комнатной температуры, и оно замаринуется очень быстро. Через час, не знаю, может быть даже через 40 минут его уже можно будет жарить. Вообще-то я уже много раз показывал, как работать с углем. Но повторение – мать учения, поэтому показываю еще раз. Обязательно надо уголь разбить на мелкие кусочки, примерно как грецкий орех. Если какие-то крупные куски угля еще не прогорели, как у меня сейчас есть, я просто отложу его в уголок. Там у меня мясо жариться не будет. Ничего страшного, пусть лежит, пригодится для следующей партии. Уголь почти готов, обмахнуть его от пепла, посмотреть, убедиться, что везде горит равномерно. Если горит неравномерно, еще раз поправить. И можно отправлять мясо на мангал. Важно, чтобы уголь с самого начала прихватил мясо как следует, чтобы на мясе образовалась интересная, вкусная и ароматная корочка. Поэтому берем в руки опахало. Опахало дано не для того, чтобы отгонять дым или мух, а опахало дано для того, чтобы уголь разгорался, горел ярким красным цветом. Когда уголь дает яркий красный цвет, значит и жара он дает больше. Жарится мясо быстрее. Вообще тепло от угля передается мясу 2 способами. Первый способ – это инфракрасное излучение. Раз уголь горит малиновым цветом или алым цветом, то это означает, что он очень горячий. И вот эти инфракрасные лучи греют мясо. Второй вид тепла – это горячий воздух. Горячий воздух поднимается от угля, и он недостаточно горячий, чтобы мясо прожарилось в его потоках. Наоборот, эти потоки горячего воздуха иссушают мясо, делают его сухим и невкусным. Поэтому это опахало, в принципе, способно отогнать слишком горячий воздух и усиливает инфракрасное излучение, просто потому что угли начинают гореть жарче. Сегодня я жарю шашлык из довольно жирного мяса.
жира в нем достаточно. Дело в том, что если бы мясо было не таким жирным, было бы более постным, то пришлось бы либо добавлять какое-то постороннее сало, либо смазывать мясо, например, растительным маслом. Ароматизированное растительное масло, масло, в котором хранился, не знаю, розмарин, чеснок, тимьян, там, может быть, даже острый стручковый перец, очень хорошо подходит для того, чтобы им смазывать мясо даже прямо во время жарки. Несколько капель этого масла попадет на угли, и образуется вот этот белый дым, который сейчас образуется. И мясо будет пахнуть именно что мангалом. Ну тут вот какое дело. У меня в холодильнике завалялся пучок тимьяна. В таком виде есть его уже как-то не очень, а вот на угли положить самое то. Дело в том, что тимьян, сгорая, дает очень приятный аромат. И этот приятный аромат передастся шашлыку. Можно применять и другие травы. Иногда, если я вижу, что какие-то травы уже того, гляди, пропадут, я просто их раскладываю на противне, даю им подсохнуть. И потом эти подсохшие травы я использую именно на мангале в качестве ароматизатора. Угли-то сами по себе запаха особого не дают, вы понимаете? Если бы уголь был ароматный от фруктовых деревьев, было бы другое дело. А это уголь обыкновенный. Иногда, если уголь слишком сильный, то румянится шашлык очень быстро. И может показаться, что он уже готов, а внутри окажется слишком сырым. Можно просто потрогать мясо. Если оно стало упругим, если оно сопротивляется вот нажатию пальца, значит, оно уже готово внутри. Я вижу, что это еще немножечко не дошло. Но определить степень готовности мяса мы можем и техническими средствами. Например, у меня есть вот такой маленький термометр. Я втыкаю его в кусочек мяса и таким образом определяю, какова температура внутри куска мяса. Когда жарят стейки, то используют несколько степеней прожарки. Говорят, это мясо с кровью, это мясо полуготовое, это мясо полностью приготовленное. Шашлык все-таки требует почти что полного приготовления мяса. И сейчас температура мяса у нас внутри каждого кусочка достигла примерно 58, а то, может быть, даже и 60 градусов. И этого более чем достаточно. Шашлык готов. Осталось только красиво и правильно его подать. Правильно подавать шашлык с большим количеством зелени. Знаете, если поесть зелень отдельно, она не принесет столько пользы, столько вместе с мясом, и особенно вместе с жирами, которые содержатся в мясе. С другой стороны, и мясо вместе с зеленью полезно. И для пищеварения это полезно, и витамины необходимы нашему организму. Не только же жиры, в конце концов, и белки. Обычно к шашлыку я подаю достаточно большое количество овощей. Вот посмотрите, мяса у меня было 1,5 килограмма, например. Но теперь я ставлю столько же зелени, столько же овощей. Еще будет обязательно белый хлеб. Вы знаете, узбекские лепешки, либо тандырный хлеб такой азербайджанский, лаваш. Ради бога, какой-то хлеб, в который можно было бы завернуть эту зелень и это мясо, может быть, добавить немного фруктовых соусов. Многие вместе с шашлыком употребляют соусы томатные. Ну, может быть, это хорошо, не знаю, может, кому-то нравится. А мне больше нравятся фруктовые соусы. Сейчас они начинают появляться в продаже. Посмотрите, иногда на рынках попадаются соусы из айвы, соусы из граната, соусы из кизыла. Это все невероятно вкусно. Вместе с шашлыком звучит просто потрясающе. Но зелень, вот эта зелень под шашлыком. Посмотрите, вот сейчас только что я поставил это мясо сюда, сколько мясного сока накапало. Этот мясной сок – это именно то, ради чего мы едим мясо. И если я сейчас сниму это мясо, положу просто на блюдо, точно так же сок вытечет на блюдо. Кто его потом съест? А вот если мы употребим зелень, пропитанную этим соком, то это будет очень полезно. Вот так вот. Готов наш шашлык. Послушайте, я не знаю, есть ли что-нибудь лучше в этой жизни, чем в выходной день собрать друзей, собрать гостей, собрать всю семью, приготовить шашлык и подать эти замечательные блюда на стол с пожеланием приятного аппетита.